В общем, да, всем еще раз привет. Future Game Show немножко профокапились. Начало только через 25 минут, поэтому и то они даже запустили этот стрим чуть позже, чем нужно было. Поэтому я предлагаю сейчас сделать ход конем, так как я уже запустил стрим. Так получилось, отключать его смысла особого нет. Я предлагаю сделать ход конем и пойти во что-нибудь поиграть эти 25 минут. Почему нет? Сейчас мы просто возьмем, запустим условно, ну, допустим, Tekken 7. Идеально для того, чтобы поиграть 25 минут. Сейчас я только Steam запущу. У меня Steam отказывается запускаться. Гребаный Steam сейчас мне просто мешает запустить по-быстрому Tekken. 20 минут у нас есть времени. Сейчас я добавлю текст, пока тут запускается все у меня. Так, все. Это я сделал. Надеюсь, обновления никакого не будет. Нет, не надо мне ничего устанавливать сейчас, пожалуйста, Steam. Давай запускайся. Вот, отлично. Сейчас мы убавим немножко трансляцию звук, потому что он громкий слишком будет перебивать игру. Добавим захват игры. Захват игры мы перенесем вот сюда. Так. Мне он сейчас немножко, короче, уши минуснет. Поэтому я убавлю звук Текена.
для начала. Настройки звука. Общая громкость. Она и так на минимуме, но видеоролики музыку вообще выключим. Громкость эффектов оставим вот так. А ее, наверное, не слышно будет, да, сейчас игру. Поэтому... Так, поэтому я сейчас в OBS подправлю. Так, играть мы в сетевой режим не будем, потому что он будет долго искать, и я ничего толком не успею поиграть. Поэтому просто возьму сейчас бой за сокровище, выберу какого-нибудь персонажа условного, не знаю. Режим стоит здесь, по-моему, самый хардкорный, но я не уверен. По-моему, да. Нина. Я сразу говорю, я не умею играть, я играю просто ради фана. Поэтому, как бы, ну, ждать от меня чего-то такого не стоит. Давай загружайся, что-то долго. Так, время у нас 23:43. Минут за 5, наверное. Переключимся на... Да, и это самый сложный уровень этих ботов. Блин, вот ненавижу удары снизу, блокировать вообще не умею. Да, Маша, у меня тут накладка получилась. Эти козлы перенесли трансляцию на полчаса, и мне пришлось выкручиваться каким-то образом. У них что-то началось там, но это нифига не трансляция. Это повторение PC Gaming Show футажа. Вернее, даже не футажа, это повтор рекламы какой-то там, которая была перед PC Gaming Show. Так что не имеет значения. Да что ты... Блин, если я сейчас еще проиграю, то это будет очень обидно. Но я не проиграю. 14 минут. Они запустили таймер. Нормально. Тихо, не надо меня бить. Мы что, с тобой драться пришли, что ли, сюда? Блин, ну вот зачем ты... Зачем ты так грубо со мной?
Пропустил удар. Пропустил еще один удар. Молодец. Повернулся ко мне спиной. Вовремя. Так, я слежу за таймером, поэтому все нормально. Даже можно убрать сейчас эту фигню. Время мне уже не нужно. Таймер есть. На Future Game Show обещают показать что-то большое. Есть какие-то там спекуляции, что могут показать новое метро. Ну, типа, вы даже не новое метро, а новое какой-нибудь DLC к метро или что-нибудь такое. Но я где-то слышал это сейчас буквально только что на каком-то левом канале, поэтому это не факт абсолютно. Просто какие-то слухи непонятные. Сейчас я послушаю, как игру вообще слышно на стриме. А то, ну, давно я игры не стримил, честно говоря. Сейчас я послушаю, как игру вообще слышно. Да, понятно, надо увеличивать звук. Хотя у меня вроде она, блин, на максимуме, но... Так. Надеюсь, так будет лучше. Кстати, Twitch, извини за это, но я как бы не контролирую, в каком виде выступают мои эти соперники. Ух ты, по красоте. Да блин, если ты меня сейчас еще победишь... Она меня победила. Нихера себе. Начать заново. Что? Да блин, если ты меня сейчас еще победишь... Так, я послушал просто, как там звук. Звук более-менее. Так. Тихо, спокойно. Спокойно. Не надо драться. Да. Ладно. Да я, короче, одним ударом ее заспамить могу сейчас. Таким образом. Походу. Да ты задолбала. Десять минут. Десять минут. Ну, 9:25 уже.
Давай, я попасть по тебе хочу. Хочу длинную серию сделать. Все нормально. Блин, почти перфект был, зараза. Isn't it past your bedtime? 25 минут пришлось ждать. Ну да. Ну, 15. Хотя нет, уже стрим идет 17 минут. А еще 7 ждать. Чуть больше, но... Так получилось. Меня подвели эти Games Radar. Промахнулся. Промахнулся, дядя. Да блин, вот иногда как начнешь пропускать серию ударов и все, и как по накатанной идет. Isn't it past your bedtime? Шесть минут. Готовность 6 минут. Минуты за 2-3 выходим из игры и переключаемся на трансляцию. Что-то как-то я в полглаза вообще, глядя, ее убил, блин. Ну, победил. Блин, вот с левой стороны мне хана. Вы не с правой. Я не умею вообще с правой стороны драться. Давай ты не будешь меня добивать сейчас, пожалуйста. Коза. Блин, вот этот удар, этот прием с тигром у нее пипец, конечно. Повышение Overlord. Goodbye. Еще 4 минуты. Вернее, 2 минуты играем и турбо-битва. Ох, блин. Турбо-битва. Не получилось, блин. Первый удар нанести не получилось. Все, мне хана.
А, да ладно! Блин! Кстати, клоунский, блин, неплохой скин. Ну, типа, подбор одежды. Тут не скин, тут подбор одежды, я забыл. Это самое. Неплохой вариант. Клоунский. Я думаю, пора выходить. Разворачивать этот самый. Выходить. И все такое прочее. Игру можно выключать, захват. И в принципе из нее выходить. Так, сейчас я тогда уберу обратно на 0 вот эту штуку. И норм. Ждем 2 минуты. И шоу начнется. Три, два, один. Поехали. Ну, понятно, Black Lives Matter. Текст я выключаю. Наверное, слишком громко. Хотя, честно говоря, не думаю, поэтому... О, сразу. С места в карьер. Мировая премьера. Типа, игра в разработке, вся фигня, это не в конечный результат и все такое прочее. Блин, какой-то хоррор. Team Kill Media.
на Unreal Engine. Да. Ну пока что без долгих разговоров. Как там дальше будет, непонятно. Геймплей. Самый лето 2020 года. Напоминает мне третий Doom. Именно третий. Quantum Error. Квантовая ошибка. Что-то с временем связанное будет 100%. Не, ну интересно, мне нравится, как выглядит. Неплохо. quantumerror.com. Надо будет зайти чекнуть, что там на сайте интересного. Ну, другая половина в этом году будет. Половина 21, половина в этом. Hello and welcome to the Future Games Show. Ну вот тебе и What a way to разговоры. start, right? I am Nolan North, and many of you may know me as your ghost from Destiny, or perhaps Nolan Dr. North. Edward Richtofen from the Call of Охренеть. Duty series, or even, the Penguin from the Arkham series. Ведущий. Oh my gosh. Okay, Nolan, we get it. You've done a million, 100 gazillion games. We got it. Right. Of course, most of you know me as Nathan Drake from Uncharted, where you probably recognize that voice. I'm so happy to be working alongside her again as we host this showcase of upcoming games. Please give it up and welcome the lovely and talented Miss Emily Rose. Hey, Nolan. Hello. Emily Rose. Hi, everybody. Welcome from my home to yours. I'm really excited about what we have in store for you today. Хитман As 2021, Outlast PlayStation тоже, 5 Эзик and даже. Xbox Больше Series ничего X интересного. draw near, Да нет, там we're много gonna be чего было. talking to leading game developers Маскарад to see what we осенью. really can expect from the future of games. Plus, we have a host of exclusive По-моему, game осенью. reveals, world premieres, new gameplay demos from current and next-gen consoles. And some of these are С so листика secret, читает, походу. even I haven't been told about them yet. Wait, they didn't tell you about them? What, they told you? No, like they really didn't tell you about them? Извиняюсь, если я People сейчас are немножко playing шепелявить Because, начал, у I меня have the что-то whole, это I have the самое. whole list right in front of me, right there. Whatever. Я, походу, язык прикусил. And let's get into the good stuff. Okay, so the next title is from Red Thread Games. They're this little indie studio in Norway. I love Norway. You might know them from their Choice and Consequence series, Dreamfall chapters. Вот проблема, когда ты So get приглашаешь ready for the актеров, world которые к exclusive играм не имеют premiere отношения в of качестве their ведущих. new Они читают, сука, с листочка. World premiere. Road Trip, baby. Где-то в Америке. Да, ага, убийца Борды. Забавно. Хиппи какие-то, блин, едут. Выглядит, Маш, как что-то, где будут ЛГБТ персонажи. Внезапно. Игра о надежде, любви и дружбе. Роуд-трип, аномалии, изменение погоды. Все, что успел прочитать, честно говоря. Dustburn. На PC консолях. Выйдет, когда не увидел, честно говоря.
Hey, my name is Ragnar Tornquist. I'm Ой, creative сейчас он director будет at долго Red Thread болтать Games, о and ней, we're working конечно. on a game Это ж called так важно. Dustborn. Dustborn is a story-driven action-adventure about a band of misfits and outcasts on a road trip across America. It's a game about hope, friendship, love, robots, and the power of words. So in this footage, you're watching our main character Pax explore a small commune in the Pacific Northwest. She's come here with her crew to recruit her sister, but it turns out her sister's not interested in joining the crew. So your job Я is to извиняюсь за convince это, у her меня кот and deal начал with the орать, consequences и of what happens его next. не угомонить сейчас ничем абсолютно. Только со временем всем угомонится. Dustborn's coming to PC and next generation consoles in 2021. В 21 Thanks году. again to Ragnar for that exclusive first look at Dustborn. Okay, what's next, Nolan? Next, we've got a hardcore first-person platformer whose recent Сейчас Steam почему-то demo вспомнил was played over колхозную игру про 100,000 бомжа, с times. которой с Here's an exclusive зомбями look at a new боролся. cyberspace level Мультяшно. containing Блядь, new что-то такое enemies and помню, честно abilities говоря. from Ghost Runner. Но не помню. Что именно? Exclusive. Эксклюзивное что-то. Блин, это так похоже на Shadow Warrior. Если это будет похоже на Shadow Warrior по боевке, то я, блин, в это поиграю. Нет, это что-то очень быстрое, драйвовое и типа раннер какой-то. Компьютер, ну, более серьезный, чем на Unreal, в смысле. Выживай. Ghost Runner. Доступна в 2020 году. Вот тебе игра 2020 года на PS4, Xbox One и Steam. Ghost Runner is coming to PS4, Xbox One, Switch, and PC later this year. All right, we're flipping back in time to the 1930s now with a game that Это, кстати, stole the часовая show at будет the recent Xbox Series конференция, X час всего. showcase. Here's Tatiana Delgado to reveal more about Call of the Sea's spectacular first trailer. Exclusive. Сомневаюсь, что она будет такая же и настолько же качественная в плане графики. Harry, О, what have you done? что-то очень Hello, похожее на I'm Tatiana какой-нибудь Delgado from D-рестер, Games, наверное, или working on Call of the What Sea. Remains of Edith You might Finch. have seen our reveal trailer during the recent Xbox Series X event, but we wanted to take the opportunity to walk you through it and tell you a bit more about the game. How strange that your trail ends here. Call of the Sea is a Или нет, first-person больше, наверное, adventure похоже puzzle на, game по set in the графике, 1930s that takes place на, in the far как она reaches of the называлась, South Pacific. Firewatch. You take the role of Nora, a woman who has crossed an ocean in search of her husband's missing expedition. Out of the blue, we love telling stories and designing puzzles. That is why we wanted to create a game that had a strong presence of both. And also, we always Ну, approach очень our games красиво, with the кстати. player's emotions in mind. That being said, although Call of the Sea is a puzzle game, I would say that it is the narrative that drives the game. Therefore, puzzles serve the narrative and make the story advance as a reward when solving them. Some of the puzzles we have to do with the expedition itself, using the real-world technology of the era. In others, you will try to decipher what the ancient runes were for. And going back to the story, we have the good fortune of having actress Cissy Jones as the voice of Nora. We adore her acting in Firewatch and her ability to create a strong presence with only her voice. It is a tale of self-discovery, an exploration not Из only of кустов the должен island, выбежать but Крэш of the Бандикут. character's inner self. Ну, Although our game was если inspired to an соотносить с реальной extent жизнью, by the то works of скорее оттуда H.P. должен Lovecraft, выбежать this is not a horror экзибиционист. game, but an adventure game. We hope to give you a vivid mystery and at the same time an emotional journey. Thank you for your time and we look forward to revealing more of Call of the Sea in the coming months. Call of the Sea. Зов моря, короче.
Call of the Sea is developed by Out of the Blue and will launch on Xbox One, Xbox Series X, and Windows platforms. Our next game features none other than Sherlock Holmes. Только на But this time, майкрософтовских he's a платформах, youthful, короче. more arrogant version of the famous detective. Here's the producer and community manager from Frogwares to tell us more about the game's setting and how they plan to create a Cowboy. truly open-world detective game. Exclusive. Hi everyone, my name is Sergey Aganesian and I'm the producer and community manager at Frogwares. We are an 80 Sergey people strong Aganesian. independent studio from Kyiv, Ukraine. You may know us for our detective games, Украинец. such as А, the Шерлок Adventures, Холмс as well as the новый. recent Блин, Prishli это series. охуенно! We are working on our new game, Они же Sherlock Holmes анонсировали Chapter нового 1. Шерлока It's a Холмса. story-driven investigation Блин, thriller in which классно. you play as the young 21-year-old Sherlock before he becomes the legend that we all know. For John Типа это Watson and Jim приквел Moriarty, будет. Sherlock was a brilliant but rebellious aspiring detective trying to prove himself. The game takes place in the late 19th century. Их как on бы a 3 small части, я Mediterranean только одну island, прошел, where, ну да. according to our story, Sherlock grew up before moving to England, and to where he comes back, now as an outsider, to investigate the mysterious death of his mother, the death that scarred his childhood. Sherlock Holmes Chapter 1 is an open-world Не, detective блин, game with minimum hand-holding. вторая In часть this game, крутая, we are третью я еще introducing не the играл concept и of первую global не играл. investigation Но gameplay вторая часть that is крутая, я heavily как-то based так on the получилось, что feedback с that нее we начал. received from the players on our previous Пришел с games. удовольствием We вообще. build it on bringing in numerous detective features and mechanics that not only synergize with one another, but also allow you to interact with the world around you. For example, you can now decide to involve random people on the streets in your investigation, ask them for directions, or question those citizens who you think match your suspect Типа profile. можно будет And рандомных if you doubt they would even talk to some прохожих foreigner like you, you can, задействовать for в instance, find the этом, right disguise, say a police uniform to loosen в their tone. расследовании. It's up to you to discover that synergy and use it at the right time, because as I mentioned, there is minimum hand-holding in the game. Of course, making the right deductions and tracking down criminals is another exciting part of a detective's job. Это вот как раз You're aiming to футажи give со the player второй the chance to части. miss a piece of evidence, pursue their own lead, and eventually let a killer walk free. Those who played our Sherlock Holmes Crimes and Punishments will know what I'm talking about. We are bringing Sherlock Holmes Chapter 1 to PC and console sometime in 2021. Thank you so much for your time and А enjoy в the rest of the 2021 show. году There are some на PC и fantastic games here консолях в that we один cannot день. wait to play ourselves. Блин, это очень круто. Sherlock Holmes Chapter 1 is coming to PC, current, and next-gen consoles in 2021. In our next part of the show, the Future Game Show goes retro Ретро. with a series of games that reimagine the arcade and console Ooh. classics of some of my favorite eras, Типа the 80s and 90s. перезапуски And what старых better way игр to или begin что? than with a bullet hell shooting Скажите, up что здесь будет created by Silent a Hill small сейчас или team хотя from бы Dino Lebanon, Crisis. Вернее, including a Dino former Crisis или Pixar хотя бы artist. Silent Hill. Here's an exclusive Пожалуйста. gameplay slice of Signy. Если будет Silent Hill, это будет просто бомбезно. Exclusive. Ремейк Понга. Ну, может быть, кстати. Это... Что? Блин, прикольная графика, мне нравится. А геймплей покажут или это только синематик будет сейчас? А, ну это, собственно, этот... Топ-даун шутер, наверное, скроллер, как правильно назвать? Как этот жанр называется? Кто мне подскажет? Ну, выглядит красиво, блин. Классно. Похоже на начальную часть игры Нир Автомата по визуалу. По освещению, визуалу. Нормально, и при этом как-то
кажется, что перемещение очень как-то удобно сделано, при этом необычно. Не знаю, как, почему это работает, почему мне так кажется, но кажется, что да, так и есть. При этом она не излишне быстрая, как это бывает с такими играми, когда они бывают настолько быстрыми, что ты просто не успеваешь сориентироваться. Нихера себе. Блин, эпично. Гугни какой-то. Как это, блин, произносится? All Guns Blazing. Steam wishlist. Signy is coming to Windows and Mac, Signy. and the developers hope next generation consoles. Signy, это Signy. Okay, so we're keeping the arcade vibes coming with a high-speed tribute to arcade racing classics like Daytona USA, and a stylish platformer that looks like a noir comic book. But first... World Premiere. World premiere. Cuts the flesh, the mind. Ну это will что-то fall. мультяшненькое. Slay the seven. Save us all. Неплохо, рисованную графику я люблю. Fulfill what others failed to do. Блин, крепота. Narnia depends on you. О, она своими кишками размахивать начала. Или это ребенок был? Что там было на кишке? Пипец, кровяки. По-моему, все-таки это ребенок, потому что она изначально качала эту херню. Качала, а потом раскрутила и шмякнула об землю, блядь. Morbid the Seven The seven Acolytes. Magrathias bless you, striver. Это жестко, это было очень жестко. Блин, это я уже видел. Причем даже этот же трейлер прям. Что-то они зря как-то его сюда пихнули. Максимально беспонтовая гонка и типа такое. Единственное преимущество, что там 8 игроков может быть и все. Mod gameplay spotlight. Tales is our indie это вот показывали, да. So far, we've shown a small ПГшечка portion of the game's такая overall мультяшная, content and the ways that прикольная. you'll be able to learn from the past, Ну такое, act in the present, на любителя, но rewrite the мне future, нравится. all in За real счет time on one screen. рисовки как раз. This unique presentation lets you see the impact of your choices instantly, and to get really creative in combat by combining skills and playing with time. Speaking of combat, we just updated our demo on Steam to include Wilhelm, the child maid. Не, вот in a предыдущее mini было coliseum шикарно, я that согласен features с a тобой, number of Маш. new Очень challenging шикарно. battles. We're Прям really вообще excited офигенно. to be bringing Tales both to next-gen consoles and all current consoles later this year. Что-то они начали крутить игры, которые же показывали. О, а это что? Какой-нибудь детективчик такой? Типа про тоталитарное общество. Типа что-то Орвелла какого-нибудь, да? Блин, прикольно было бы. А, даже так, на страницах комиксов. Блин, прикольно. Сразу вспоминается Comic Zone. I fix computers. My clients pay cash. It's none of your goddamn business what I do with it. Wait, don't tell me you're with them. Блин, я хочу продолжение Comic Zone в таком, ну, в похожей стилистике. Это вообще нормально было. Evil corporation, this tech enslavement, that. What's next? Chemtrails? Now it's our time to be heard. Join the revolution. Я ее видел определенно где-то уже до этого. Это какой-то из выставок, ну, из показов. And finally, we're delighted to announce the release date for Neon Abyss,
a frantic action platformer which fuses classic Будет visuals релиз дата to an для ingenious Neon Abyss roguelike вот этой dungeon игры. system. Its publisher, Team 17, has Дату релиза. encapsulated the spirit of independent games for over 30 years, with titles including Worms, Overcooked, The Escapist, and a whole lot more. Издатель, по-моему. Exclusive. Rated T for teen. Ну это что-то очень странное. Окей, я такого не фанат. Ну, оружия много и вариантов много, конечно, это да. Особенно зеленые елдаки. Рыбалка. Ну, конечно, да. Нужно же в любую игру запихнуть рыбалку. Это же так смешно и свежо, и оригинально вообще. Я так понимаю, будет очень широкая очень широкая кастомизация оружия. 14 июля. Vivo Games. Team 17, да. Но я и сказал, что Team 17 издатель. Но немного чуть Neon Abyss will be launching on PS4, Xbox One, Switch, and Xbox One, Windows Switch on July и ПК. 14th, 2020. Our next game has been in early access since 2018 with an almost 90% Ой, блин, very positive конченый reviews on симулятор Steam. этого Here's an exclusive look at the new Easy Day который Academy High School level in не Тони skateboarding Хоук, а sim второй. Skater XL. Скейтер XL, да, блин, он конченый такой, фу, блин, его Exclusive. так долго о нем рассказывали на Summer of Gaming первом дне, по-моему, ужас. Hi, my name is Dane. I'm the director at Easy Day Studios, and we're working on Skater XL. Короче, он сейчас Today we're будет showing рассказывать. the Это first надолго, look этот at the чувак Easy не Day умеет high school останавливаться. level. This is a new environment we've been working on for some time, and we're excited to show it off today. This level is based on something that's really key to skateboarding. Я извиняюсь за шум which на is фоне, the это California school environment. какой-то This is something that's been гонщик in countless skate videos over the years. стоит под Elementary окном и schools, high газует. schools, very common sort of area, type of terrain for skateboarding. One thing we learned in starting to build environments for Skater XL is that we have a very unique game mechanic, so we had to go back to the drawing board on how the levels were designed. The pieces of the level are combinations of elements that we've designed ourselves, but also we mix in countless real-world spots. There's probably about 25 real skate spots, some that are very recognizable to anyone in skateboarding, from real high schools, real elementary schools. We've got Wallenberg, we've got Clipper, we've got parts of Lockwood Elementary, just a lot of different places. Again, these are historic pieces. If you know skating, you probably Это know так about these весело. spots. And the interesting thing is, Это again, просто based on the охрененно game весело. mechanic itself, we've actually massaged and tweaked each of these spots to be not just recognizable. but also Я really тебе fun говорю, and он work with конченый. game mechanics. Это капец. Тони Хоук в разы круче. Какие 15 на 5? Там на самом деле на первом дне Summer of Gaming показывали геймплей типа расширенный вот этого. И типа это... Там буквально пара трюков, короче, и все практически одинаковые. Это тупо. Вот Тони Хоука какого-нибудь подождать, посмотреть нового, которого анонсировали, вот там будет, мне кажется, намного все интереснее, чем вот тут.
So as you build up your Тем более она skill, еще и по you're also графону ни о building up чем. your ability to articulate and perform those tricks in different ways. Нет, это не The мобилка, element в of том-то и style дело. and execution comes into it. Она And that's выходит на really the консоли, на satisfaction ПК from this и на game comes Switch. that you're really directly in control. You know, just like real skateboarding, there's such a depth in the ways that you can use that board and how you can develop your skills. It becomes a very personal thing. And in the real world, that leads to могли не делать это all these такой other момент, things that как бы pop up никто around никому ничего не skateboarding, запрещает you know, делать, the но culture and the creative зачем side and, добавлять ее вот the в эти community, подборки, and я не that's something понимаю, very кто unique кому to заплатил в skateboarding итоге, you don't чтобы see ее добавили. with other Я бы things. такое So, даже you know, our и goal has близко really been к to capture a lot of презентациям those не elements подпустил. and bring them Серьезно. into the game as well. The interesting thing is that it's been a decade since the Ну, на last свече significant много entrant индюшек, into да, the разных, ну, skateboarding типа... genre, and it hasn't been explored in, you know, in recent times when we Ну, have фиг all знает. these Я бы даже different на things свече в такое available to играть не connect стал, the community, серьезно. to На put свече есть content куда out, более different интересные игры, чтобы platforms. So поиграть. we're seeing really interesting explosion of content, our creative community, and modders, and all these different things happening around the core of the game. So it's really exciting to see where this could lead in the future. Skater XL is coming out onto all major platforms July 28th, and that includes Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One. Мобилок нет, как вы видите в списке. Все, кроме мобилок. And the whole team at Easy Day Studios. Our next game bills itself Вообще не as выделится. synthwave FPS. Which means it looks nice and you shoot things. It's already been a big hit on Steam, and we're pleased to announce today that it's now coming to Xbox One. This is GTTOD. Get to the orange store. GTTOD? Что? Exclusive. We have arrived. Блин, а стильненько. Стильненько, стильненько. Это какой-нибудь очередной шутан просто драйвовый. Но неоновый. Типа. Неоновый шутан. GTTOD. Get to the Orange Door is coming to Xbox One in 2020, and we're pleased to announce that a new demo is available right now. Free to download on Steam. Демо бесплатно в Steam уже доступно. What are you talking about? I'm not that bad. No. I mean, you're gonna be dying when you play our next game. A third-person action-adventure. Get this. It's set within a coma, where you explore your memories while fighting for your life. Silent Hill, херак. И нормально. All right, glad you asked. Эксклюзив. Exclusive. In a coma. В коме, короче. Не, ну это не Silent Hill. Жалко. Что-то графончик какой-то... Мех. Ну прям мех. Как будто прямиком с PS2. Такое себе. Waking is coming to Xbox and Steam on June 18th, 2020. Who wants an exclusive premiere? Well, I'm not really asking here. This is actually happening. О, что-то рисованное, прикольно. Прикольно, что-то рисованное, люблю рисованное. Which boldly goes as close as its licensing team allows into a new era. You get it. World Premiere.
From Curve Digital. Ранок Duck. For too long, the phasmids have been causing trouble in our peaceful little Блин, что-то упоротое по-любому. Вот я отвечаю, что упоротое. Gina, let's go full Abrams with the flares. Enlist today to embark on an epic space adventure and do your part. Let's get some of those. Да, это что-то упоротое. Join us on Athena Station. Experience the rush of space flight. Настраивай свои корабли. Сражайся с инопланетянами. Подбирай команду. Сгорай. Эти самые шпионы инопланетные. Забавно. Забавно, забавно. 1999. Space Crew is published by Curve Digital and will launch on PC, Xbox ПК, One, Xbox, PS4, and Switch in PS4 late и Switch. 2020. Hey Nolan, Позже на I got позже a good question 2020. for you. You ready? What is scarier than clowns? Nothing is scarier than clowns. You know that. Well, you wouldn't say that if you'd been to Wales. You should probably cover Нет your eyes. ничего страшнее клоунов, ты это знаешь. Блин, Silent! Давайте Silent, пожалуйста. Это очень похоже на Silent сейчас было. Нет, конечно же нет, но типа, блин. Поезд какой-то. Не-не, графон. Убитый, это не Silent. Графона нет. Но, в принципе, наверное... Опять же, что-то на вроде Дирестер, Vanishing of Ethan Carter или What Remains of Edith Finch. Я подобное люблю. Бен Тестер, ну и фамилия. I'm really excited to be able to share with you this new and exclusive gameplay footage. Сейчас скример будет какой-нибудь по-любому, да? Scare is a first-person survival horror game, which Это features a хоррор, story да. inspired by Welsh folklore. It fuses psychological, gothic, and British horror. Set in 1898, Прикольно. Made of Scare is inspired by Я the даже в Welsh виш-лист tale добавлю. of Elizabeth Williams. It's a story of a family empire that's driven by torture, slavery, piracy, and a supernatural mystery that suffocates the grounds of the hotel. In this footage, we wanted to explore the 3D sound-based AI system that is the core survival mechanic. We want to show you what you can do to remain undetected, and if you're caught, what tools are available for you to survive. Даже с монстрами можно бороться. Напоминает по способу борьбы с монстрами Эпсулов. Один из лучших хорроров прошлого года. Прям сильно напоминает. Типа звуков не издавая, можно спрятаться от монстров. Они типа слепые. Голова в банке. Прикольно. Блин, а мне эта презентация нравится даже больше, чем PC Gaming Show. Да, на PC Gaming Show показал класс, но типа здесь игры поприкольнее все равно. Но я класс не люблю, поэтому такое. Ну как не люблю? Он нормальный, но у меня нет прям такого от него. В ближайшие недели Steam, что? О, жесть. Hey Nolan, you can open your eyes now. Okay, there you go. All right, Made of Scare launches on PS4, Xbox, Switch, and Windows in 2020. Hey, Em, what's better than looking at one upcoming game? Is this another one of your dad jokes? It's looking at a collection of upcoming games in the space of a few minutes. Okay, I'm listening. Here's an incredible lineup of future hits to get excited about. Смайт. Сейчас для Смайта будет новое показано. Ктулху, ну Ктулху и так показывали же. Вот это вот интересно тоже для
Fall Guys для стримов, короче. Crayon я жду. Это Devolver Digital. Жесть полная, но очень прикольная. Я в демку играл. Может, скажу дату релиза. Unbound видел, тоже прикольненько. Ну, такое, на любителя. О, оно мутейшонем. Что? Что за слово такое? Doggone. Вот это странное уже что-то совсем. Это показывали на PC Gaming Show. Типа рисованный Darkest Dungeon. Милый такой. Ну, немножко милый. Чуть-чуть. Не беря во внимание, что там кто-то на кого-то срал, по-моему, в предыдущем трейлере. Wave Break. Это показывали. Cloudpunk я сейчас сыграл недавно, вот, не знаю, мне не особо дошла. Это какой-то футбол вообще странный, ну ладно. А теннис даже не футбол. Это клон Fallout Shelter, походу. Stage Hands. А вот это интересно, кстати. Для совместного прохождения игра. Неплохо. Arcade Unchained. And you can find out more information about all those titles by heading to gamesradar.com. Our next game appeared in our sister event, the PC Gaming Show, just a few hours ago. And we're delighted to have John Pearl join us now for an exclusive look at Remnant from the Ashes DLC. Remnant from the Ashes DLC. 2923. Про Скорн, по-моему, ничего как раз таки не было. Вот да. По-моему, не было. Я не помню, по крайней мере, чтобы его вообще показывали. Но учитывая, что еще впереди 10 дней выставок, как минимум, даже больше, до 25 числа каждый день, то вероятно что-нибудь покажут. DLC-шка для Remnant. Блин, хочется, кстати, Remnant поиграть, но типа пока не знаю. Времени еще на него нет. Да и покупать его, честно говоря, сейчас тоже особо не хочется. Но DLC-шка добавляет новую кампанию. This campaign focuses on the origin of the Dreamer project and how it connects to the Roots invasion on Earth. With the footage we're showing, we're giving y'all a sneak peek at the icy and unforgiving heights of the new explorable world of Rhysum. The inhabitants of the world are an entirely new faction. Это, кстати, дорелизный футаж. In combat, you'll find they are as resourceful as they are deadly. Ну да, Леха звал, но типа это... Леха как бы говорил, что Maineater хорошая игра, поэтому, ну... Как бы, такое, ну сама понимаешь. Additionally, Rhysum will be added as an option in adventure mode, and if you have the Swamps of Courses DLC, it'll add Rhysum to the rotation of survival mode as well. Subject 2923 DLC is coming to PC, Xbox One, and PlayStation 4 on August 20th. На все консоли и на все эти, кроме свитча. Thank you so much for tuning in to find out what's next for Remnant from the Ashes. Hope you all enjoy the rest of the future game show.
All right, so Remnant from the Ashes, Subject 2923, will launch on Xbox One, PS4, and Windows PC. And now for something completely different. Evil Genius. Exclusive. Everybody loves playing board games, now they're finally cool. But they're not so easy to play when you can't meet up with your friends or loved ones. Don't fret, my old chums. Блин, я люблю вот такую рекламу. Это прям так лампово, пипец. Я не знаю, почему это мне кажется ламповым, но это очень лампово. A bitching synth soundtrack, and our laser-powered but totally harmless board game zapping digitizer. Also, we can bring you the retro sci-fi survival strategy we like to call The Captain is Dead. Капитан сдох. Короче, какая-то стратежка. Видимо, с упором на юмор большим. Пошаговая, что ли? Biological components operating at 100%. Skill assimilated. Reminds me of one of those old-fashioned video games. And I'm done. Taking charge. I haven't used one of these since 3086. Нормально, кстати. Ну так себе, вернее, как нормально. Those aliens picked the wrong ship to mess with. The Captain is Dead. Head on over right now to Steam right now to wishlist it up right now. The Captain is Dead is a digital board game and will launch on Steam in 2020. Okay, so our next games, they're linked by their focus on player creativity. From designing a free-themed obstacle course for you and your friends to creating a mobile base that traverses Какой-нибудь B-Sage очередной, что-нибудь такое. Let's start with a title called Main Assembly. Hello inventors, and welcome to Main Assembly, a game that gives you the freedom to create anything you can imagine, with huge open sandboxes to explore. Создавай, контролируй и разрушай. To the breaking point. Jam-packed with loads of challenges and parts to unlock, pushing your inventions to the limit. Что за трэш? Revolutionary freeform crafting lets you construct anything with ease and precision once you have perfected your design. Блин, ни хрена. Там можно фактически все изменять. With the visual programming interface, you can set up controls and use sensors. Можно просто потянуть любой элемент и расширить его там и так далее. Put your creations to work. Программировать можно. Охренеть. В этой игре будет очень много возможностей. Но я, наверное, все равно ничего не смогу построить. Я не умею. О, уже все. Уже вышло в раннем доступе в Steam. Bad Yolk. Team 17. Так, это мы видели уже. Я это уже 4-й или 3-й раз вижу. Не, подожди, 4-й. Я на каждой выставке это видел. На каждой. Hello, my name's Jamie Jackson and I'm from Mythical Games. And today we're super excited to give you an in-depth look at our new games, Blanco's Block Party. We're a new studio created by a bunch of veterans who helped create some of the world's biggest game franchises, including Call of Duty, World of Warcraft, Skylanders, DJ Hero, Guitar Hero, and Minecraft Story Mode. Blanco's Block Party is a game about vinyl toys coming to life, but it's actually more than just a game. It's a place for gamers and content creators and collectors to come together and to build. Ну, один и тот же трейлер. Могли хотя бы разные трейлеры на разные мероприятия отправить, но. So here we can see one of our Blancos running around the junction. The junction in Blancos is a really cool place that is just the beginning of the Blancos world that is going to grow over time. You go there as a solo player, it's going to be full of other players doing their thing. It's going to be full of gigs and dares that our NPCs are going to set for you. As you do these things in the junction, you're going to level up your Blancos, so you're going to be able to train them to do different things. So each Blanco that you own, not only do you own it, you get to train it
and to be the type of blanket you want it to be. So you could make it super fast and jumpy, you could make it super tough for some of the shooter games, you could make it super powerful for some of the race games. You're also going to be able to get these really Ну, cool не rewards знаю, and как-то они это quests. самое. Some of those things might be things that you can attach to your Профокапились, что отправили только сделали только один ролик и типа отправили его везде. Зачем? Можно было как-то разнообразить, я не знаю. Потому что все остальные игры, которые повторяются, на каждое мероприятие, они разные, короче, видосики. Кроме вот этой вот игры. What that means is we're going to be delivering you some really cool stuff that is only available for that season. So if you go and buy a Blanco in season 1, that won't be available once you get to season 2. So if you manage to snag one of the разные сезоны будут с разными бланко, ну вот эти вот бланко, это эти вот фигурки вот эти вот. И она будет в FTP-шка, как я уже говорил несколько раз. Ownership is a key part of the experience. So our proprietary technology platform provides true ownership of what players buy and create. Огромный Орео. It allows us to legitimize the type of grey markets that pop up around so many games, and it gives players the power to dictate the value of those assets. And the key thing is you as a player own it, and we're going to make it really easy for you to do what you want with that. Players can create the world that they want in Blancos. We've just provided really easy tools so that you can build whatever world you want. Ну хотя вот эти вот кадры вроде я не видел уже, хотя хрен его знает на самом деле, я уже запутался. То ли это по кругу идет, то ли нет. Blanco's Block Party is coming to PC later this year, and we will be announcing more news around additional platforms and our beta soon. На ПК If you want to know позже more about it, head over, reserve your account в этом году. blancos.com, Насчет других and you can платформ also follow us больше on Twitter инфы дадут потом. @playblancos and Instagram @playblancos. Thank you and enjoy the show. Эксклюзив. Что-то опять про Китай какой-нибудь. Ну не, пролетки это хорошо, ребят, но давайте не только пролетки делать. Hi, Сейчас my name такая, is все, Lucas. закончился I'm a producer трейлер. here at Donkey Crew working on Last Oasis, and today I would like to show you our new map. Last Oasis is a nomadic survival MMO combining innovative features that allow Как-то players для to чего, для traverse какой the игры? Я world in complex living прослушал machines, что-то. engage in epic battles both against the fauna and against each other, leave a mark on the player-driven economy, and do many more exciting things in this unique world. What we're showing here today is the next big addition to the game, a volcanic oasis. This upcoming type of a map consists of all new areas to explore, from cold and barren fields stretching all the way to the horizon, to hardened volcanic rock formations that creates natural passages and scorching hot lava lakes obliterating anything that gets near. As you travel through these vast virgin terrains, you get a chance to discover efficient ways to mine obsidian and find rare loot in mysterious man-made stone ruins, and even hunt legendary killings, these giant winged lizards inhabiting mountains in hot climates. Harsh conditions of the volcanic lands make it very difficult for nomads to survive if they decide to settle on this hot soil. Greenery and sources of water are hard to come by, and hostile flying monsters don't make it any easier to explore because they're attracted to walker wings, making it essential for anyone who decides to venture towards these new territories to prepare in advance. Smart traders will likely take advantage of the resource scarcity to try to make some flots on desperate nomads missing some wood or water, while explorers will be risking their lives to gather rare resources that appear in high quantities in these dangerous conditions. We are working tirelessly
to bring in more content and improvements for the game. So make sure to try Last Oasis out now on Steam. See you next time. Уже доступно в Steam. Lost Oasis, точно, я вспомнил, как эта игра называется. Она давно уже вышла. Experts about how next-gen consoles and PC technology are changing the way we play. We hope you enjoy our special investigation into the future of gaming. And for the record, we called it that first. Hitman, Valhalla, Last of Us, Horizon. It's time to see what's next. Future Game Show presents. A new generation of gaming is upon us. With home consoles such as Sony's PlayStation 5 and Microsoft Xbox Series X set to release in late 2020, developers are preparing to change the way we play forever. We see companies like Google Stadia continuing to push the boundaries of cloud gaming technology, while studios like Epic Games are beginning to show us what a new generation of engines will be capable of delivering. The Future Game Show has caught up with some of the world's leading developers in fields including graphics, audio, storytelling, and machine learning to discover how the next generation of hardware will push video games in a way that we have never experienced before. The way that I see game worlds changing in the next generation is with a bigger Он будет рассказывать, как игровые миры поменяются в следующем поколении. Truly alive. We can already make game worlds that are almost too big for the amount of content that we put in them. So, of course, graphics will take a huge leap forward, but it's the complexity, diversity, and the freedom to play around in them that I think will be the... Графика, конечно, пойдет вперед, но типа не только графика уйдет вперед, а еще и там как это, миры, окружение и все прочее, освещение. Ghost of Tsushima. А что ее показывать, если она еще, блин, до нее еще далеко? В смысле, что на ее основе показывать изменения, если... The next generation of tools and technology should allow a game to really acknowledge the emergent creative Это вообще с демки этой Unreal Engine 5. more soulful game worlds. I'm really excited about using technologies like semantic ML to help game characters feel more responsive and alive, to get the game to create content not just randomly, but based on the kinds of things you've done as a player so far. One way that game worlds might feel more alive in the future is by replacing scripted interactions with organic conversations. This live demo from Russian AI project LiveMind literally puts words into Geralt's mouth and could be a sign of things to come. Низкополигональная демо на Unity. I won a great saddle for racing that. Storytelling, Of course, it isn't just game worlds that will evolve in the next generation, but the types of stories being told within them too. Narrative is such an important component to the games we play, furthering our connection with virtual spaces and the characters that inhabit them. It makes sense then that this is one area developers are eager to evolve. I wrote my first game for a computer with 1K on cassette. Obviously, 40 years later, so much has changed. But in some ways, we're still pursuing the same goal. The biggest benefit of games as a storytelling medium is the interaction, but often we still tell the stories at the players instead of truly letting Little them be a Hope. part of it. Блин, это тот, который как раз таки перенесли за разом. Зачем же вы напоминаете? Really making the player feel like they are actually part of the story. Голос Байка из Assassin's Creed Origins. Ну, естественно, мы его не слышали, у нас был русский голос, но да. Explore more collaborative efforts, telling stories to larger groups of players at once without telling each of them that only they are the chosen one. When we start thinking to ourselves, is traversal what should be at the heart of every storytelling experience in AAA? You know, can we make it more about the internal conflicts rather than those external conflicts of running, Это jumping, какой-то and shooting? Эйка, да, это, по-моему, интерактивное кино, прям ну, в прямом понимании этого слова. Не как Детройт, а именно прям съемки живые с выбором действий. It's the audio and the camera shot and effects and the location.
Now, with characters in the world looking more real than ever, less downtime due to loading, По-моему, это самый ленивый вообще жанр игр, если их вообще играми-то назвать сложно на самом деле. Даже к визуальным новеллам нужно больше приложить сил. Блин, вот новый Horizon не ебически красивый, я извиняюсь за мат, но по-другому это не описать. Ratchet & Clank тоже очень красивый. Ну и паучок там тоже. Да, все, что показали на конференции Sony, было вообще очень красиво. Давайте про звук рассказывайте, типа. Блин, как будто мы и так этого всего не слышали и не знаем, да, то есть говно какое-то. Давайте про игры уже, блин. Hopefully is going to come whole new levels of player engagement. This is something that's very special about sound and music is that it really gets to, you know, it accesses the core. Типа музыка перейдет на новый уровень, звуки перейдут на новый уровень, понятно это все. Of course, some of the biggest changes to play you won't be able to see. From smaller teams being given the tools to more easily achieve their creative ambitions, the expansion of services such as cross-platform play and cloud gaming, to a huge reduction in load times and install sizes. Here's just some of the reasons developers are excited about the changes on the near horizon. Я, кстати, в нее хочу поиграть, капец. Она очень красиво выглядит. Как по мне. Рыцари и байкеры, что? The second part of mobile gaming in the future is will be about sociability. People are going to play games. Мобильный гейминг. Ну вы заебись. Вы про мобильный гейминг сейчас начали нам это рассказывать? Каждый уважающий себя геймер не уважает мобильный гейминг. What SKU you're getting with your friends, what version they're getting, what platform they're on. You should be able to seamlessly play together, which is amazing. Almost zero load times, cross-platform ownerships of games, cross-platform cloud saves, and just overall the focus on the player's experience rather than the platform itself. The next generation of hardware should allow smaller teams to create products of a higher graphical fidelity. Is the developers will have this extraordinary opportunity to create really rich, diverse worlds at very, very high resolution. And we'll be able to come to rely on game engines to do so much of what we couldn't do before in terms of complex lip syncing, facial expression, complex animation. What this will do is it'll level the playing field for developers. And developers who previously couldn't have competed at the high end will be able to do so. It's a really exciting time. We'd like to thank everyone who gave up their time to bring us that insight into the future of gaming. All right, our next game is introduced by a gaming legend. Thanks, Emily. Игра легенда? No, seriously, Nolan? Oh my god. Okay, no, I refer, of course, to Brian Fargo. He's the original producer of Fallout. He's here to tell you about the action RPG Wastelands 3. Wastelands. Ну это да, в каком-то смысле культовая штука. Hello everybody, I'm Brian Fargo. I was the executive producer on the original Fallout and Wasteland series. And I'm here to tell you today that finally Wasteland 3 is coming August 28th for the Xbox, PC and PlayStation 4. Но на все консоли, кроме Switch'а. Понятно. Ну, это логично. Switch большинство игр обходит стороной, как обычно. Хотя, казалось бы, Wasteland должна была на ней нормально работать бы, по идее. Чуть менее графонисто, но должна запуститься. Пошаговость, опять же, ну, не знаю.
Слишком много пошаговых игр, и я их слишком не люблю. Wasteland 3. Начало только, конец только Wasteland 3 is начинается. coming to Xbox One, PS4, Windows, Mac, and Linux on August 28th, 2020. 23 августа. Question. If clowns are a А, не, 10 on the 28-го. scarometer? And what? My dying is like a 4? Yeah, we've been over this. Look, if clowns are like high, then our next game needs a new scoring system. Check out this new gameplay from survival horror Remothered, Broken Porcelain. Remothered. Exclusive. Rated M. Survival horror. Если будет такой же, как первая часть, ну это трэш. Первая часть была говном. Mr. Ashman. Do you remember me? Only between old friends. Этим летом. I'm Jennifer, by the way. Experience. Lindsay? Самый ужасающий, что? Не, ну, синематик классно сделан и жутко, но... It's just a bad dream. Геймплей, блин, как бы не был таким же говном, как в первой части. Вот в чем проблема. А выглядит он так же. You won't do it, Mr. Ashman. Of course I will. Ну да, это он. Ну, конечно, жуткая монашка, это вообще классика, блин. — 25 августа 2020 года. На всех платформах абсолютно. Remothered Broken Porcelain comes to PS4, Xbox One, Switch, and Windows in late 2020. Next up, we have a world-exclusive teaser for a new title from Different Tales. Гарри Поттер, ребят, по-любому. But if there's a full moon tonight, По-любому Гарри Поттер, я вам отвечаю сейчас, просто. Мировая премьера. World premiere. Или нет? Ладно. Ну просто словами показалось, что может быть Гарри Поттер. А нет, это Вервульф, то что Настя говорила мне, да. Oh man, we can't wait to see more from this team in the coming months. So the Future Game Show has taken a closer look at the games of tomorrow, but big changes are happening to the way we play right now. Features such as cross-progression and cross-play allow us to... Cross-play? It sounds like you that time you tried to play Crash Bandicoot. As I was saying, new features like crossplay let PS4 owners Smite. with Xbox, Сейчас будет Smite. Switch, and PC owners in their favorite shooters. И We caught кроссплей up with будет. developers High Res about how these features work in their current and upcoming games. Crossplay lets you play games with your friends, Кто regardless of which жуткие? platform they own, and it's grown in popularity thanks to titles such as Fortnite and Call of Duty Warzone. Developers High Res Studios are trailblazers in this field, but the industry as a whole has been slower to embrace the potential of crossplay. We caught up with High Res to ask why, and to discover the importance of crossplay as we head into the next generation.
To overcome the challenges of making crossplay work, you need to change people's Так я mindsets. тоже уже успел There's fear that обрадоваться, но... platforms will lose Реально, relevance там and сова lose такая stories белая, to как в Гарри Поттере, platforms that такой, open the блин, doors to окей, это crossplay Гарри and Поттер, но progression. нет. In the future, I think you'll start to see consoles and other platforms embrace a truly play anywhere experience. It will become increasingly less important. Короче, кроссплей в Smite добавят. Окей, окей, окей. There'll still be exclusives, but the true crossover hits won't be constrained to one platform. Crossplay and cross-progression also challenges game developers to think more globally and holistically about audiences. That you should be able to play from anywhere, doing anything, and kind of have that that follow you around as you go from console to console or platform to platform. If they choose Xbox or PlayStation or Nintendo or PC for the next generation, монашки. it doesn't matter. Как ты слишком поздно про них написала. Что там, сильная задержка такая? Это самое... Не всегда они жуткие. Как правило, в хоррорах просто это прям клише. Какую-нибудь эту самую... монашку, выглядящую как монстр, засунуть. Это клише прям. Самое жирнющее из всех, что только возможно. One of the kind of maybe hidden benefits of crossplay is it stimulates diversity and kind of a global approach to how you think about gaming. To deliver next-gen crossplay and progression like this, it takes commitment from the start. Hi-Res Studios currently publishes 3 crossplay and cross-progression titles, with a 4th coming this summer. We keep learning new lessons, but the single biggest is, it's much easier to build a Play Anywhere title from the start than it is to shoehorn it later in a project. More players accessing the same game rather than fragmenting across all of these platforms also means that your ability to make matches and the quality of those matches starts to increase. Overall, we're looking to drive the most fair and fun game experience. Не знаю, лучше бы что-нибудь новенькое добавили. Не знаю, показали бы новый трейлер какой-нибудь к Тулфу или выпустили бы его сегодня. Вот это было бы дело. А кроссплей, ну блин, ну такое. You guys ready? It's time to get paid. Don't worry, Demo was born ready. What's up, everybody? I'm Scott Lucier, aka Scott Gandhi, and I'm the lead designer at First Watch Games. First Watch Games, это кто такие? Currently, we're finishing work on Rogue Company, and we're really excited to be able to share this update with you today. Обновление сегодня какое-то выйдет. Rogue Company is a third-person shooter that features a unique blend between action-paced gameplay and objective-based game modes. In Rogue Company, you play as a rogue. Ну, короче, командный шутер какой-то. Я о нем даже не слышал никогда. Rogue Company is going to be free to play, and it'll feature cross-play and cross-progression across all platforms. Все, короче, One of our будет. cornerstones was making sure that you were able to play the game you want on the platform you want with the friends that you want. At the end of the day, Rogue Company can be summarized in one word. Ну да, ты просто отвечаешь уже... Ну, вот я сказал что-нибудь, а ты там пишешь, там, не знаю, минуты через 3-4. Cross-progression features, polishing weapons, rogues, and maps. The majority of my time is spent refining the core combat experience in Rogue Company while also making sure that our maps and modes. Апдейт, а я об этой игре даже не слышал никогда. I do want to say, it's pretty amazing to play Rogue Company on a handheld device like the Switch. Being able to play Rogue Company at 60 FPS as I sit on the couch and my wife is watching another episode of Love Island is a dream come true. Добивание какое-то, что ли? Rogue Company is coming to PlayStation 4, Xbox А, One, нет, PC, вру. and Nintendo Switch. Она еще не выходила. We can't wait for you Она to play our выходит на все платформы просто. И будет кроссплей у нее полный. Thank you and enjoy the show. Rogue Company. Big thanks to the teams at Hi-Res for that look into the future of crossplay. Господи, ну и трешовый такой просто. Now we all know the next generation consoles are getting closer. So here's an exclusive look at what's to come in Square Enix's third-person shooter Outriders. Outriders от Square Enix. Интересненько. Что-то они обещали час, а уже почти полтора. We'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new Слушай, да не, по мне так лучше, чем этот... даже лучше, чем PC Gaming Show. Ну реально. Игры более интересные показывают. На PC Gaming Show из интересного показали только, блин, Outlast 3, все.
We can't wait to hear more about А здесь Outriders чуть and ли the не lead-up to каждая. release sometime in holiday 2020. We're heading 150 years into the future next, where humanity is struggling to survive and human brains are being transferred into robot Сейчас, bodies. секунду. Here's more on disintegration. Not one step further. See what we've got. 5 integrated outlaws. Sir, have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest. We may have more of interest to you than guns. Hi there, my name's Marcus Leto. I'm the president and creative director at V1 Interactive, and we are currently working on our brand new debut game called Disintegration. Тогда там постер, они взяли, растянули такие вши его. Be getting ready for it to launch soon. Wow, look at you. Блин, ну Outriders, кстати, выглядит прикольно. Но это не актуальный игровой вид. Типа, это... Вернее, вот это актуальный, а то был нет. Там чисто синематика. The story of disintegration is Outriders, disintegration. Outriders, что я несу? Really struggling to survive. And one means of survival is taking the human brain and actually implanting it within an Необычно довольно. Чем-то похоже на Destiny, но чуть более такая футуристичная, короче. Where they are super strong, they're super durable, and some of them don't want to return back to humanity again. And so a new army is developed called the Rayon. In this world, we play some of those early integrated who are fighting back and who don't want to follow along with the Rayon. I've seen what you call freedom. Not interested. In Disintegration's multiplayer, we allow the players to team up 5 Меня радует одно. Начиная с завтрашнего дня будет всего одна выставка в день, а не 3, как сейчас. Это хорошо. Ну, для меня хорошо. On one hand is your grab cycle and your weapons and abilities that you use fluidly in combat. Не, ну, это необычное хоть что-то. Вот эти вот мотоциклы вооруженные. Достаточно прикольная штука. Ну, визуально, в смысле. Визуально, геймплейно. Должно быть круто. And for you to kind of consider both parts is critical for your success. So Disintegration is finally going to be released on June 16th on PlayStation 4, the Xbox One, and Steam for the PC. We're excited to be То есть уже, ну, фактически for the community to hop in and start playing with us. I'm sorry. Were you two having a moment? I can leave y'all be. What? The grav cycle? I'm a pilot. It's called a pre-flight inspection. No judgments here, huh? Я, честно говоря, Маш, за эти 2 дня так задолбался, как давно, короче, не уставал я так. Честно говоря, какая-то такая-то накопительная усталость. Но ничего, мне все равно это приятная усталость. Now prepare yourselves for a lesson in alternative history. As we explore what might have Игра happened, про the альтернативную Second World War историю. didn't Ну-ка. end in 1945. 1945 что-то там. Hi everyone, my name is Bogdan Graczyk, the game director of the upcoming narrative-driven adventure game Paradise Lost. I'm super excited to walk you through the alternative history that serves as the setting for our story. In Paradise Lost, the Second World War doesn't end in 1945. В Paradise Lost Вторая мировая не закончилась в 45-м. In the spring of 1960, the Nazi regime is on its knees and Soviet troops are closing in.
Without warning, the Nazis unleashed the full might of their nuclear arsenal on their homeland and Eastern Europe, stopping the Soviet offensive in its tracks and turning Europe into an uninhabitable nuclear wasteland. Ну, это чех или поляк, поэтому там как бы, ну, у них у многих забавные фамилии с точки зрения русского языка. Yet few know of the secrets that have been hidden deep underground. Блин, мне такое тоже нравится. Я люблю игры про альтернативную историю. The Ark project is among the most secretive endeavors of the Third Reich. Its goal has been to construct a network of hidden, self-sustainable, heavily fortified underground bunkers meant to shelter an Aryan master race society until it can emerge and rule the post-nuclear landscape. But not everything goes according to plan. For reasons unknown, one of the bunkers, located just outside Kraków, Poland, goes dark. Краков, Польша. Скорее всего, поляки. Now, as you discover the past, you can shape the present. It's been 20 years since Ну, в the смысле, explosion that разработчики. set our story in motion. You play as Szymon, a 12-year-old Polish boy driven by personal tragedy. Да, и играешь ты за... Играем мы за польского пацана какого-то. At first, the place seems completely desolate. What brought Szymon to the bunker? What answers is he seeking? You'll have to uncover the truth yourself. So, do you dare Ну, блин, у меня, например, есть трудности с тем, чтобы различить польский и чешский акцент. Paradise Lost is coming to PC, PS5, and Xbox Series X. Our next game... Wait a second. Emily, have you crossed another thing off my script? Hey, we discussed this. You can't be trusted. Unbelievable. Okay, fine. Just roll the tape. Ну да. World premiere. Интересненько. Мировая премьера. Операция Танго. Whether you choose agent or choose hacker. Выберешь ты агента или хакера. It takes two to complete the mission. Короче, что-то хакер, что-то про шпионов, блин, интересно. Даже. It takes two to stay alive. На шпионскую тематику давно игр не было. Последняя игра на шпионскую тематику, которую я помню, это какая-то игрушка на вторую плойку, я даже не помню название ее, честно говоря. Это, вот эту игрушку показывали на PS5 конференции, она очень красивая. What kind of fake name is that? It is not Возможно, и коп. The Kingdom of Gusty Willows. Here's the developers of the Kingdom of the Gusty Willows to talk about their show-stopping new PS5 Возможно, project. и коп. The Kingdom of the Gusty Willows. Скорее всего, коп, мне кажется. Типа, если два персонажа на выбор и два, и они оба должны взаимодействовать, то, скорее всего, коп, да. Exclusive. Ну, это очень красивая игрушка. Одна из самых красивых игр, которые показаны были на конференции Sony. Hi, I'm Mike Greer. I'm the Chief Creative Officer at Ember Lab. And I'm Josh Greer, Mike's brother. I'm the Chief Operating Officer here at the studio. You may have seen our game, Kena Bridge of Spirits, at the Sony PlayStation 5 event. Да вы вообще это самые извращенцы какие-то сидите тут. Мне-то понятно. А вам-то? Well, Kena Bridge of Spirits is a story-driven action-adventure game that combines fast-paced combat with exploration and a really fun, charming companion mechanic where players are going around collecting forest creatures that we call the Rot. So you play as Kena. У Маши же, по-моему, вообще уже 2 часа ночи, или почти 3.
У меня 1,5 только. Так я понимаю, но это все равно... Спать надо в такое время. So each kind of level or world that you enter is all focused and kind of themed around the corrupt spirit that's lingering. And to really help these spirits, Они, по идее, скоро должны уже заканчивать. По идее. To do so, you're looking for clues in the environment, you know, facing combat challenges, solving puzzles, but ultimately it all relies on building and growing your team. Yeah, the rot are key to like sort of every aspect of gameplay. They can be used in combat. Полчетвертого, ну это вообще трэш уже. Не спать в такое время, я бы не выдержал, наверное. Но завтра выходной, да. А вот Сане не повезло. Работает. Блин, ну я не знаю, я смотрю на эти синематики, на этот геймплей, и это практически как мульт Диснея, блин, какой-то, офигенный просто. На PS4 тоже она выйдет, и в Epic Games Store выйдет. Слушай, у меня было одно время такое. У меня был сбитый режим, я его сбил. И спать ложился тоже в 4-5 утра. Но потом понял, что в жопу такую жизнь. И типа пару дней заставлял себя спать ложиться в 9, в 10. И теперь мне нормально, короче. Но правда, каждый раз после еды он опять сбивается. Нахер. На пару недель. Can we do the one more thing moment? You are so right. Wait, are we in this one? No. Oh well. But hey, Em, would you work with me again? Maybe in some kind of swashbuckling adventure where I play a roguish... По-моему, то ли они хотят заканчивать, то ли они троллят, что типа что-то есть еще последнее, очень важное, типа. Походу, да. Хотя вряд ли что-то это что-то важное. Не, одни меня не собью. И тем более сейчас не так поздно, ну закончат они сейчас там через 20 минут. Я лягу спать в 2 часа ночи и как бы и нормально. 2 часа это значит, я проснусь где-то в 8-9 утра, нормально. Господи, что за трэш? Что это, блядь, было? Это они этим закончить решили, или что, мне интересно? Да не. Serial cleaner, серийный чистильщик. Steam wishlist now. Выход в 2021 году. Все, они закончили. Они закончили. Да, это было ебанутая какая-то херня. I'm Nolan North. And I'm Emily Rose. And this has been, Emily, if you will, the Future Game Show 2020. Все, на этом они закончили, я закончил. Ну, сейчас вот эта вот штука закончится, типа финалочка, финальный трейлер, наездочка. Надо же как-то пафосно закончить это дело, да? Да, это чтобы спалось лучше, такая финалочка странная. А я думаю, они так пафосно еще говорили, типа, ну вот, но у нас же есть что-то одно там, типа, важное. Я думал, какой-нибудь сейчас Silent покажут в итоге, а они так меня обломали, пидорас. Ну ладно. Блин, я надеюсь, за это слово меня Twitch не забанит, я случайно его произнес. Я не имел в виду этих самых... гомосексуалов, я просто имел в виду плохих людей.
Короче, да. На этом я тоже сейчас заканчиваю. Все, Маша, Расул, Гера, идите спать. И вообще всем спасибо, что комментили, смотрели. Сегодня прям очень много сообщений в чате накопилось за весь день. Даже ачивку дали на рестриме, что приятно. Банхаймер уже в замахе. Да, я об этом и говорю, ага. Всем спокойной ночи, короче. И завтра повторим это все на каком-нибудь там какое-то одно шоу будет еще завтра. Ну, оно будет примерно часов, наверное, в 10, в 9 в таком ключе. Но оно одно все будет. Не получить компаньонку, потому что если получить компаньонку на Твиче, это значит, что можно будет стримить только на Твиче, а я не хочу этого. Поэтому нет. В общем, все, да.